Carbon. Пожалуй, одна из самых неоднозначных игр в серии, хоть и за последнее время практически полностью потерявшая хейт со стороны сообщества. Она, конечно, привнесла много нового и интересного в серию, но при этом также утратила некоторые полюбившиеся игрокам элементы. Основной сеттинг игры в этот раз был заточен на гонках в каньонах, переосмысленной культуре ночных улиц, а геймплей строился главным образом на захвате территорий. В этом ролике мы поговорим не столько про другой сеттинг, сколько про одну из самых мистических составляющих игры, что заставило фанатов тратить целые месяцы, если не годы, создавая многочисленные теории и компиляции тех или иных фактов. Имя этой составляющей — игровой мир. С вами Eli.Info в озвучке Лехспест. Ну что, поехали? Начинать все принято с предыстории. Какое-то время назад нашелся один человек со старого форума по теориям Need for Speed, который каким-то чудом смог откопать портфолио одного из разработчиков студии Black Box, отвечающего за дизайн мира и его общее строение. Работал он достаточно долго и успел сделать материалы как для всем известной Most Wanted, так и для Underground 2 с карбоном. Сегодня речь пойдет именно о карбоновских концептах, а об остальных я либо поговорю позже, либо сделаю о них отдельный пост в ВК-группе, ссылка на которую будет в описании. Нам крупно повезло, и в его портфолио висели как достаточно поздние зарисовки, где-то до E3, так и вполне концептуальные. Имеется в виду, что они делались еще на этапе, когда игра была не до конца сформирована с точки зрения планируемого контента. Итак, вот вам зарисовка карты игрового мира, датируемая маем 2006 года. И вот вам сразу вопрос. А вы видите хоть что-то кардинально отличающееся от финальной версии игры? Вот я лично нет, и вы, наверное, тоже. Это забавно, потому что люди всегда считали, что Carbon является самой изменяющейся во время разработки игрой. Хотелось бы сейчас перейти к следующему концепту, но перед этим нужно сделать небольшое отступление. Я знаю, что большинство из вас сейчас кинется писать комментарии о другой карте мира, которую можно увидеть в демоверсиях игры и так далее. И как раз следующий концепт и будет немного прояснять вот эту всю ситуацию. Итак, представляю вашему вниманию, пожалуй, одну из самых ранних зарисовок карты игры, если не самую первую. Да, это не совсем тот вид карты, который вы ожидали увидеть, но поверьте, подобный концепт составляют большинство разработчиков на этапе препродакшена. И сразу же нам в глаза кидаются две вещи. Первое – это такое же расположение рек, как и на релизной карте, что в свою очередь ставит в сомнение мысль о том, что карта из демо-версии имеет хоть какое-то отношение к ранней версии мира игры. И так, еще два района? Постойте, а что это за город сбоку? Так, давайте разбираться по порядку. Если анализировать карту, то мы видим не только идентичное расположение островов и рек, но и также разделение и наполнение районов. Абсолютное сходство. Плюс некоторые моменты буквально перенеслись из этой зарисовки в финальную версию игры, что на самом деле, так же как и в случае с демо-версией игры, ставит под сомнение факт того, что эта карта является чем-то ранним. Но было бы странно рисовать концепты на этапе активной разработки мира игры. Ну то есть мы говорим про этап, когда мир игры уже усилиями программистов и моделеров уже начинает полноценно реализовываться. Ладно, даже несмотря на то, что зарисовка буквально копирует финал, тут достаточно много интересного. Пройдемся по порядку. Сначала разберем то, что мы получили в итоге, а после перейдем к не попавшим в финал местностям. Фортуна представляет из себя район в деревенской местности. Как мы помним в финале, он был тем районом, где ты сначала вроде как заезжал в подобие даунтауна, а потом внезапно попадал в VIP-райончики с маленькими домиками, склонами и видами на море. А еще где-то на горах можно было заметить музеи или что-то вроде того. Что же, абсолютно то же самое изображено и здесь. Небольшое скопление высоких зданий, после чего идут лесистые местности с домиками и видами на море. Поднимаемся чуть выше и видим небольшое кольцо со зданиями культуры и тому подобным. Переходим к шоссе. Это, конечно, не район, но тоже можно выделить пару любопытных моментов. Выходя из Фортуны на шоссе к пути на Сильвертон, мы можем видеть, что даже через несколько десятков метров высокие здания продолжают нас окружать, когда как в финале это уже просто зеленый ландшафт. А дальше становится интереснее. Мы очень резко начинаем подниматься по длинной дороге, видим знакомую плотину и просто серию каких-то крайне резких поворотов.
Прям микроверсия каньонов, судя по всему. Далее мы проходим по знакомому мосту, и оттуда можем наблюдать вид на другой город. Это просто заполнитель местности, и ничего грандиозного за собой он не таит. Далее мы резко спускаемся, проходя через туннель, и наконец выезжаем в Сильвертон. И вот хотел бы я уже перейти к нему, да вот только вот этот кусочек меня заинтриговал. Еще одно шоссе, но уже выходящее из горы. Откуда оно взялось? Я не смог найти никакой связи. Если у вас есть какие-то догадки, то можете поделиться ими в комментариях. Мне будет интересно почитать. Ну а теперь переходим к Сильвертону. Въезжая внутрь района, можно увидеть, как первый перекресток предлагал нам поехать либо в сторону улиц казино, либо в какие-то околосельские окрестности. В финале они остались, просто вот эту нижнюю часть убрали. И далее нам открывается более компактная версия просторного Сильвертона, который хоть и заполнен казино, но все же не такой закрытый зданиями, как в релизе. Простое сравнение с тем же Даунтауном на зарисовке это прекрасно показывает. Меня такой вариант устраивает больше, но что получили, то и получили. Также нельзя не отметить стадион, присутствие которого в финале я не замечал. Нельзя до конца сказать, можно ли было в него заезжать, но опять-таки, такой выбор наполнения района меня устраивает больше. Ну и в верхнем правом крае локации, как и в финале, расположен завод. Но теперь переходим к Даунтауну. И интересности этого места начинаются с самого въезда. И мост, и подводный туннель встречаются в финальной версии игры, однако они немного поменялись местами. Как мы знаем, мост в финале используется всего пару раз за игру, имеет крутой заворот с обилием зелени, в то время как туннель идет прямо и также имеет крутой поворот. Но в зарисовке все было немного логичнее. Мост был доступен сразу из города, без всяких заворотов, а туннель находился возле выезда из лесной местности и также имел прямую форму. Говоря о лесной местности, в концепте, как мне кажется, она была более открытой. Нас не окружали ограждения и маленькие скалы, мы могли видеть почти всю локацию сквозь деревья. Также там проходили некоторые реки и было небольшое озеро. Что сказать об основной части района, в принципе все так же, много высоких зданий и прямых дорог. Ну а теперь на очереди Кемптон. Что же, вот и пожалуй самый интересный кусочек данного концепта мира игры. Во-первых, ни один из въездов в район не был тоннелем. Все они являлись небольшими мостами, проходящими над каналом. Странно то, что помимо двух мостов, которые очевидно появились в игре в переработанном виде, есть еще один, который выходит непонятно откуда и выводит нас в открытую местность. Не знаю, но судя по тому, что не видно, откуда он выходил, плюс тот факт, что нет точных подтверждений возможности езды в данном отрывке, говорит нам о том, что это просто заполнитель местности. Нельзя не заметить, как все пространство между двумя основными мостами занимает стадион с площадкой. И по нему вроде как можно было кататься, кроме самого стадиона. Вообще, если посмотреть на район в целом, то чем-то он напоминает Розвуд. Вот вам и площадка с стадионом, вот вам колледжи и просто здания, похожие на них. Вот вам что-то напоминающее закусочную, а вот домики. Можно предположить, что раньше Кемптон предполагался именно как аналог Розвуда. Хорошо это или нет, решать вам. Из остальных объектов, которые я не отметил, можно упомянуть вот эту перестройку и берег с парой крутых поворотов, хоть он и есть в финале. Все, что самое интересное тут, так это порт. Чем-то он напоминает порт из Прострита, а чем-то ранние концепты из эпохи Карбона, когда он должен был быть андекавером. Вернее как, раньше андекавер и назывался Карбон, но позже это название решили отдать другой игре. Это забавно, ведь именно имя Карбон не может точно уточнить, о чем же игра, в то время как остальные заголовки дают нам хоть что-то понять. Ну а Сан-Хуан мы рассмотрим коротко и чисто как бонус. Как можно видеть по зарисовке, у него было широкое кольцо, которое хоть и в измененном виде, но добралось до финальной версии игры. Также стоит отметить то ли закусочную, то ли заправку в этой части района. Но в остальном то же самое появилось, ну и в конечном продукте. Добавить можно только то, что на карте от мая он уже обозначен как круги для обучения, а на зарисовке он и вовсе выведен отдельно от основной части мира. Так, хорошо, мы обсудили все то, что вошло в финальную версию игры. Теперь давайте окунемся в нереализованный контент. И начнем мы с самого интересного – аэропорта. По факту в игре вы нигде не услышите и не увидите упоминания данной локации, в отличие от Most Wanted, так что он был отброшен достаточно рано. Если изучать способы въезда в него и саму местность, невольно натыкаешься на мысль, что он и не планировался быть открытой зоной.
отовсюду можно запросто слететь в воду, чего, естественно, нельзя было делать. Плюс, единственный мост в него идет из закрытой местности в Кемптоне. Да и небольшой район с домами как-то отличается по стилю от других локаций. Нет четкого обозначения дорог. Моя теория состоит в том, что это, как и дрифт-трек, была зона для особых гонок. Неизвестно, что здесь должно было быть конкретно, либо еще одна дрифт-трасса, либо трасса для кольцевых, либо для вырезанного режима, может быть, драг-рейсинг. А теперь прошу обратить внимание на этот небоскреб. Ничего не напоминает? Ну, мне кое-что напоминает, но, к сожалению, я так и не смог вспомнить и найти подобное здание в любой другой НФС. Но если я обратил на это внимание, значит что-то похожее должно быть. Если у вас есть догадки, также пишите их в комментариях. Ну и в целом это какой-то фейковый район, так как в него нет даже никаких видимых путей и отсутствуют прорисованные дороги. Я же упомянул немного дрифт-трек. А что если вам скажу, что изначально он должен был иметь окрестности основной карты и находился в даунтауне? Вот данный концепт. Некоторые дороги точь-в-точь повторяют полученное на релизе. И как можно видеть, трасса действительно располагала огромным количеством зданий и была буквально вплетена в район. Конечно, они есть и в финале, но все равно ощущение отстраненности от остального мира чересчур сильное по сравнению с концептом. Судя по стрелкам, где Экзотик — это Фортуна, а Масл — это Кемптон, то находился он точно в даунтауне, да и речной канал об этом намекает. Прерыватели погонь, они же Pursuit Breaker. Ну, вот закусочная в Кемптоне. Как мы знаем, в финале она там действительно появилась и была еще использована как минимум в Сильвертоне. Есть два объекта, которые можно заметить на брошюре дизайнера. Один из них это медальонный диск, а второй это некоторая постройка в даунтауне, скорее всего в парке. Мы сбивали небольшую конструкцию, и она радостно раскладывалась на гречу из мусора. Не реализовали, возможно, из-за этой самой задумки гречи. А теперь поговорим про вот этот ранний концепт одного из каньонов. Скорее всего, он создавался еще до того, как у Black Box окончательно сформировался облик игрового мира, и в частности самих каньонов. Если присмотреться, то можно увидеть, что местность ее наполнения не похожа практически ни на один из вариантов любой горной локации в финальной игре. Пойдем сверху вниз. На заднем плане можно увидеть еловый лес, причем достаточно густой. Спускаясь вниз, мы выходим на передний план, и справа мы можем увидеть какие-то конструкции. Как мы помним, в релизной версии подобное наполнение присутствовало только в начале карьеры и было по факту вплетено в контекст, ведь именно при помощи данной конструкции мы разбиваем свою BMW и попадаемся в лапы к кроссу. Перемещаем свой взгляд влево и видим какие-то идеально сформированные каменные горы. Подобные постройки напоминают Сан-Хуан, ведь где-то за этой же локацией располагаются похожие горки, только тут они гигантские. Это дает некоторые мысли по поводу того, что эти местности как-то были связаны, но на самом деле звучит как полный бред, который просто удачно совпал. И тут мы подходим к главной части зарисовки – дуэль двух гонщиков. Что же тут интересного? Ну, начну с более простого объяснения. Это то, на какой поверхности едут гонщики, а именно песок. Скорее всего, смешанные с грунтом и грязью. Вторым моментом я хотел бы рассмотреть вот эту подозрительную частичку концепта, которая вроде как похожа на срезку. Как мы помним, в финальной игре в каньонах вообще нет на это никакого намека. Одна лишь сплошная узкая и опасная дорога. Если рассматривать этот момент с точки зрения нарратива, то отказ от срезок в дуэлях был оправдан. Ведь когда ты сражаешься со своим соперником и не спускаешь с него взгляд, гораздо больше ощущений создается, чем если бы ты мог просто его обогнать, удачно заехав в один из таких шорткатов. Да и с геймплейной точки зрения срезки мешали бы грамотной работе поединков. Ну и в конце основного разговора хотелось бы затронуть тему про Mystery City. Это достаточно бредовая тема, так как человек, который копнул бы глубже в то, как разрабатываются игры, и имел бы на руках те концепты, которые я вам показал, он бы уже понял, что данная теория, в кавычках, в принципе не имеет смысла на существование. Но черт с ним, давайте я кое-что расскажу, заодно может и вам это будет ближе, если вы не первый год интересуетесь бета-контентом и теориями, особенно по NFS Carbon.
Итак, давайте вспомним выход демо-версии игры на PlayStation 2. Учитывая, что в основном он распространялся в сборниках Official PlayStation Magazine, то это где-то сентябрь. Но это не так, ведь уже начиная с июля особым лицам раздавали отдельный диск с демо-версией, но это только выход самого диска. Значит ли это, что дата сборки демки июль? Не совсем. Ведь разработчикам надо было сначала сделать эту демку, значит на это тоже ушло какое-то время. Предположим, что немного меньше 2 месяцев. Получается, что дата создания этой версии игры где-то в конце мая, начале июня. Это уже возможно. А теперь учтем еще то, что и концепт карты мира, и примерная дата начала работы над демо-версией почти сходятся. Значит, на момент мая Mystery City уже не существовал. Оно и логично. Никто не станет перепиливать пол игры за чуть меньше, чем полгода до ее релиза. Это просто самоубийство. Однако, давайте попробуем найти побольше зацепок. Вспомним, что та огромная зарисовка мира была сделана явно раньше карты с мая. Это просто очевидно, ведь с помощью таких зарисовок можно описывать местность, а значит сделана она была точно раньше. Но это немного размыто. А что по конкретике? А по конкретике в файлах демо-версии есть вот это. Это дата компиляции текстур карт для демки. Март 2006 года. Собственно, вот вам одна из самых ранних дат, подтверждающих, что Mystery City давно уже был отброшен. В принципе, судя по логике разработки игры, как такового этого мистического города никогда и не было. То, что мы получили в финале, это и есть тот самый Mystery/Palmont City. И с Lookout Point тоже виден Palmont. Но тогда у вас останется вопрос. Так что это за карта такая странная в демке? Ответ? Вообще, черт его знает, но если пытаться как-то это оправдать, то логичной мыслью является то, что это просто очень ранний вариант Палмонта. В интернете давно гуляют анализы, где люди просто приклеивали районы из финальной версии игры, и все они удивительно сходили с этой ранней картой. Почему же его изменили? Это тоже неизвестно, но вероятно из-за проблем с геймдизайном. Вот смотрите, в релизной карте ведь сразу понятно, что мы имеем город, поделенный на 4 части, которые связаны между собой при помощи системы шоссе. А тут что? Сплошная каша. Да, я соглашусь, если правильно подойти к оформлению, то тут никто бы и не запутался даже в таком варианте. Но посмотрите еще вот на это и в особенности вообще на это. Если первый момент понятен, просто нет дорог, фиг с этим, то вот внезапный каньон в городе и тот факт, что по виду карты будет создаваться ощущение отделенности от всего остального мира, это все выглядит и чувствуется как-то слишком странно. Поэтому я предположу, что это как раз таки один из самых ранних вариантов карты Палмонта, который позже решили переработать, чтобы сделать его лучше, проще и понятнее. И та зарисовка с местностью была сделана где-то в конце 2005-го, начале 2006 года, когда все, что успели сделать моделлеры, это какие-то предварительные наработки, которые еще на том этапе несложно было как-то переработать, трансформировать и склеить под актуальный вариант глобальной карты. Остается вопрос, как же все-таки эта карта могла попасть в демо-версию? Для демонстрации как раз нужно было показать все 3 гонки. И, скорее всего, одним из главных условий было, что должен быть хороший визуальный ряд, чтобы продать игру. И игрок должен уловить главный геймплейный момент, захват территорий. И чтобы насчет этого сильно не заморачиваться, особенно когда сроки поджимают, разработчики просто взяли старый концепт игровой карты, возможно, откопали где-то в архивах, немного подредактировали под нужды и засунули в демо-версию. Но, скорее всего, все гораздо проще с этим непонятным концептом раннего мира в демке. Ответ состоит в том, что эта карта была сделана специально для демки. Звучит как бред? А я сейчас все объясню. Вспомним, что по зарисовкам и карте от мая 2006 года Сан-Хуан уже являлся отдельной локацией и не должен был быть частью мира. Так как финальный мир Карбона начали делать 100% еще до марта, то очевидно, что уже и тогда Сан-Хуан был чем-то обособленным. А теперь подумайте, если разработчики изначально хотели показать эдакую глобальную карту мира, в которой игрок мог бы увидеть маршруты всех 3 гонок, то как это сделать, если Сан-Хуан — это отдельная территория? Да, те, кто догадался, молодцы. Скорее всего, эта ранняя карта была специально зарисована для демо-версии. И это звучит куда логичнее и проще, чем очень ранняя версия глобальной карты мира игры, которая просто каким-то образом там осталась. А как считаете вы? Как вы думаете, как обстояли дела с картой мира игры? Как она менялась? По какой причине в демо-версии находится эта странная, вообще не похожая на финальную карта мира? И может быть все-таки Mystery City существовал? Вообще нет, ибо это полный бред. Но вдруг...
Вот как-то так и обстояли дела с разработкой игрового мира для Need for Speed Carbon. Да, я понимаю, этого явно недостаточно, ведь, вероятно, вы хотели бы посмотреть на то, как выглядело окружение уже в самой игре до релиза, но тут особо сказать нечего. Как уже водилось в то время, особо сильный игровой мир перед релизом игры не показывали, а что у нас есть, в принципе, не отличается от финала. Есть, конечно, парочка скриншотов где-то с весны 2006 года, где видны пару других построек, но в основном пусто. Такая же ситуация и с предрелизными скриншотами. Как я уже говорил, ничего там нет, да и большинство скринов приправлены неплохим таким фотошопом. Поэтому черт разберешь, где правда, а где нет. На самом деле, мы проделали огромное количество работы над контентом, поэтому можете отблагодарить, поставив лайк и подписавшись на канал. Также можете рассказать об этом видео своим друзьям, а еще попробовать поставить колокольчик, авось сработает когда-нибудь. Новичкам канала также советую подписаться на мою группу ВКонтакте, там я размещаю различные интересные посты и новости по своим проектам на тематику Need for Speed. Спасибо вам за ваше просто титаническое терпение в ожидании моих роликов. Да, их производство занимает достаточно немалое количество времени, поскольку они всегда делаются с душой, и рассказать вам хочется только о самых интересных темах, в которые я и сам погружаюсь с головой. В общем, еще раз спасибо вам за просмотр, и увидимся как-нибудь. Ох, чувствую, я подгорит у людей с этого момента.